При словосочетании «джазовый пианист» в памяти всплывают самые разные образы. Дюка Эллингтона или Каунта Бейзи обычно представляешь себе во главе их знаменитых оркестров. Оскар Питерсон или Ахмад Джамал неотделимы от своих знаменитых трио. Кит Джаред много играл и записывался и в формате трио, и в квартетах, но с этим музыкантом больше ассоциируется одинокая фигура, склонившаяся над клавиатурой рояля. Надо добавить, что и существительное «пианист», и даже прилагательное «джазовый» не способны в полной мере вместить широту творческих интересов Джареда. Его способ общения с миром звуков трудно заключить в какие-то определенные рамки. Кит Джаред – типичный вундеркинд, причем оправдавший возлагавшиеся на него в детстве надежды, что бывает уже заметно реже. Он родился в 1945 году в Аллентауне, штат Пенсильвания, США, в семье ревностных приверженцев церкви христианской науки, и был старшим из 5 братьев. Его талант проявился необычайно рано. В семье любили музыку, и родителям, к счастью, хватило наблюдательности заметить способности старшего сына. Уже в 3 года Кита начали обучать игре на фортепиано, и почти сразу же он начал и сам сочинять музыку. Уже в 6 лет он сыграл свою первую концертную программу, содержавшую и 2 его собственные композиции. А когда пришла пора собираться в общеобразовательную школу, то интеллект мальчика оказался на столь высоком уровне, что его сразу определили в 3 класс. В самом нежном возрасте Кит уже давал концерты в Академии музыки Филадельфии и в нью-йоркском Мэдисон Сквер Гарден. В 15 лет он отправился в Бостон, в легендарную школу музыки Беркли. Параллельно он ненасытно осваивал любые попадавшиеся ему под руку музыкальные инструменты. Оставшийся в первую очередь пианистом, он вполне прилично научился играть на ударных, гитаре и целом ряде духовых. Почти сразу академическая музыка и джаз начали борьбу за сердце юного таланта. Кит не спешил с окончательным выбором, но жизнь заставила его решиться. Джаред рано обзавелся семьей и поэтому рано начал зарабатывать себе на жизнь, играя джаз в различных клубах Бостона и Нью-Йорка. И когда стал вопрос о поездке в Париж к выдающемуся педагогу Наде Буланже для продолжения академического образования в области композиции, Джаред предпочел принять предложение Арта Блейки и переехать в Нью-Йорк для работы в новом составе его ансамбля. Шел 1964 год. С Блейки Кит проработал не очень долго. Уже в 66-м он очутился в квартете Чарльза Ллойда. 2 года, проведенные в этом популярном в середине 60-х годов ансамбле, очень много дали молодому музыканту. С Ллойдом он поездил по штатам, но больше всего играл в Европе, где квартет пользовался особенно большим успехом. С Ллойдом Джаред даже попал в Советский Союз в 1967 году на легендарный джаз-фестиваль в Таллине. Позже Джаред много играет в нью-йоркских джазовых клубах, преимущественно в формате трио, пробуя различные варианты состава. К концу 60-х у него сложился устойчивый альянс с басистом Чарли Хейденом и ударником Полом Мотианом.
И когда в 1972 году к ним присоединился саксофонист Дью Редман, трио переросло в квартет, работавший с перерывами до 1976 года. Но еще до этого Джаред записал в свою творческую биографию этап сотрудничества с Майлзом Дэвисом. Великий реформатор джаза всегда славился острым чутьем на талантливых партнеров. Не прошел он и мимо Джареда, услышав его игру в одном из клубов. Молодой пианист получил приглашение войти в состав ансамбля Дэвиса. Кит подумал и отказался. Его вполне устраивала та работа в трио, которой он тогда занимался. В те годы Дэвис уже давно ходил в ранге знаменитости. Джаред был еще практически никем. Согласитесь, нужна была особая независимость мышления, особая вера в свой индивидуальный путь, чтобы отказать блистательному Майлзу. Впрочем, Дэвис оказался настойчив, и после повторного приглашения Джаред все же вошел в его группу. После ухода от Дэвиса он практически никогда больше не играл на электроинструментах. И даже много лет спустя с неприязнью отказывался об электрическом джазе. Мы ищем возможности для использования воздуха, а музыканты с электроинструментами пользуются проводами. Это словно общение с ядами. У меня во рту возникает натуральный металлический привкус, стоит только задуматься об электрифицированной музыке. Поэтому я и недолюбливаю студии звукозаписи, заявил однажды Джаред. И по-своему логично поступила та же Коламбия, когда, решив, что ей хватит только одного джазового пианиста, расторгла контракт с Джаредом и предпочла ему Хэнкока. Но Киту повезло. Единомышленник и горячий поклонник у него нашелся. Нельзя сказать, что мюнхенский контрабасист Манфред Айхер, только-только основавший свой лейбл ECM, был идейным противником электрического джаза. Но во главу угла в работе по изданию современной музыки он ставил тщательную работу над звуком, не гнался за сиюминутным коммерческим успехом и искал среди музыкантов единомышленников. Стоит ли говорить, что эта тактика принесла ему с годами успех и сделала ECM одной из самых престижных марок в мировом джазе? Джаред стал одним из первых его клиентов, и большинство записей Кита вышло именно там. В 70-е годы главной для Кита стала идея сольных фортепианных импровизаций. Он начал давать концерты, на которых, оставаясь один на один с залом, словно шаман завораживал публику, щедро обрушивая на нее потоки своего музыкального сознания. Можно сказать, что Джаред создал свой стиль, оставшись в то же время единственным его представителем. Подражать ему было невозможно. Джаред стал первым в истории музыкантом, выступившим со своими импровизациями на самых знаменитых сценах мира. Значительная часть его концертов увековечена на дисках, названных по преимуществу именами городов, где происходили концерты. Нельзя не упомянуть такие записи, как комплект из 3 дисков, увековечивших выступления в Лозанне и Бремене, парижский концерт и, конечно же, кёльнский, ставший для Джареда абсолютным бестселлером.
Эта живая запись – результат нагромождения самых сумасшедших проблем и их преодолений. Ошибочно выставленный на концерт рояль, который не только не соответствовал заказанному по ряду ключевых параметров, включая диапазон клавиатуры, но и элементарно не держал строй и имел механические проблемы с отдельными клавишами. Отвратительное самочувствие артиста, вынужденного провести несколько часов в дороге непосредственно перед выступлением, омерзительное настроение едва ли не у всех причастных к выступлению, готовность Джареда делать записи исключительно для того, чтобы демонстрировать ее организаторам концертов как наглядное пособие по непрофессионализму, и внезапное, хрустальное совершенство на выходе. Магия, сконцентрированная Джаредом в ограниченном диапазоне, поскольку ему пришлось умышленно избегать использования проблемных областей инструмента. Кёльнский концерт, спонтанная импровизация длительностью более часа, по-настоящему потрясла музыкальный мир, и не только джазовый. Один российский пианист, просивший в контексте обсуждаемой темы не раскрывать его имени, признавался, что после знакомства с этим альбомом и его предысторией перестроил весь свой подход к исполнению, поставив себя перед непрекращающимся вызовом. Он едва ли не специально отыскивает для своих концертов максимально странные, убитые, проблемные инструменты, а там, где имеет выбор, осознанно выбирает наихудший. Вряд ли сам Джаред знает, что вдохновил коллегу на подобный пересмотр технических требований к процессу исполнения музыки, но ему наверняка польстила бы сама концепция. То, что преодоление сложностей может дать более ценный результат, чем комфортные условия. Киту, к сожалению или к счастью, эта концепция слишком хорошо знакома по личному опыту. Он не только постоянно страдает из-за качества инструментов, но и имеет постоянные проблемы с позвоночником, регулярно играет с сильными болями в спине, а в самом расцвете карьеры постоянно боролся с синдромом хронической усталости. Кто-то из критиков даже называл его джазовым мучеником. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Совершенно необычна и история еще одного студийного концерта. В том же 76-м он работал в Париже над звуковой дорожкой к одному фильму. Продюсером был, естественно, Айхер. В перерыве записи Джаред подошел к стоящему в углу роялю и начал, что называется, для души импровизировать. Айхер отреагировал молниеносно. Он немедленно отдал команду к записи. Так, всего лишь за несколько часов родился новый диск. Вскоре после распада американского квартета Кита Джареда Айхер помог ему организовать европейский, так называемый скандинавский квартет, в который вошли тенор-саксофонист Ян Гарбарек, басист Пале Даниэльсон и барабанщик Йон Кристенсен. С этим составом был записан диск, давший название и всему ансамблю. Музыка квартета была лиричнее, чем в американском варианте,
и ближе к джазовому мейнстриму. Эти работы, записанные преимущественно в конце 70-х, имели большой резонанс, особенно в Европе, и послужили источником вдохновения для нескольких поколений молодых джазовых музыкантов. Впрочем, сотрудничество Джареда с Гарбареком этим не ограничилось. Норвежский музыкант солировал и в 2 альбомах с музыкой Кита Джареда, включавшим сюиту для тенор-саксофона и струнных. Упомянув эти диски, мы затронули еще одну сторону творчества Кита. Дело в том, что, предпочтя в свое время Арта Блейки Нади Буланже, Джаред вовсе не отказался от академической музыки в пользу джаза. Он написал очень много совершенно не джазовых сочинений. Его самое известное не джазовое сочинение «Небесный ястреб». Выступать с концертами классической музыки Джаред начал в 1976-м. Для него это был желанный, но трудный шаг. В академических кругах он выглядел белой вороной, и далеко не все здесь доброжелательно отнеслись к появлению чужака, какого-то джазового импровизатора, осмелившегося прикоснуться к вечному. Возможно, учитывая все это, начинал Кит с исполнения музыки не самых известных, а следовательно не очень привычных для слуха законодателей академических мод-композиторов. Это были сочинения Лу Харрисона, австралийки Пегги Гранвилл Хикс, но потом пришел черед и классиков – Баха, Шостаковича, Моцарта, Генделя. Однако в академическом мире Джаред все же чувствовал себя как в сильно разреженной атмосфере. Ему здесь было нелегко дышать. В 85-м это привело к серьезному творческому кризису. На какой-то момент музыканту показалось, что белые и черные клавиши из верных друзей и союзников превратились в лжецов и предателей. Он отказался от концертов академической музыки и на целый месяц замуровал себя дома. С утра до вечера он экспериментировал со звучаниями самых разных, но главным образом не клавишных инструментов. Это была и пакистанская деревянная флейта, и индийский инструмент табла, и гитара, и разнообразные ударные. Все, что у него получалось, Кит записывал на обычный кассетный магнитофон. Этот звуковой катарсис помог музыканту победить собственную слабость. В итоге у него получилось 26 небольших, но очень важных для его духовного оздоровления пьес какого-то квазифольклорного характера. Айхер горячо просил Джареда прислать эти записи, но Кит считал их настолько важными для себя, что лично полетел из Штатов в Германию с драгоценными для него кассетами. Примирению с роялем Джаред шел и через увлечение старинными клавишными инструментами. В частности, его очаровал клавикорд, в звучании которого находил родство с японской музыкой. В 1987-м появился еще один альбом с импровизациями на этом инструменте под поэтичным названием «Книга путей».
После выхода из кризиса одной из основных форм творческой активности для Джареда стала работа в трио с барабанщиком Джеком Деджанетом и басистом Гэри Пикоком. Первый их альбом поверг в шок многих поклонников Джареда-импровизатора. Он был полностью посвящен самым известным, самым заезженным джазовым стандартам 30-х, 40-х и 50-х годов. Джон и Гэри поначалу были также весьма удивлены, услышав от Джареда об идее проекта. Сам Кид объяснял ее желанием борьбы против авторского эгоизма, чрезмерной увлеченности именно собственными сочинениями, желанием доказать, что подлинное искусство не зависит от исполняемого материала. В итоге трое джазовых музыкантов увлеклись этой идеей и записали целых 3 таких альбома. А в 91-м, через 2 недели после смерти Майлза Дэвиса, музыканты пришли в студию, чтобы отдать дань уважения человеку, с которым каждому из них довелось работать вместе. Так возник альбом «Прощай, прощай, черная птица». Остается лишь добавить, что сегодня это трио причисляют к лучшим комбо современного джаза, а самая свежая его работа – вышедший в 2009 году альбом. Правда, в выступлениях и Джареда солиста, и Джареда лидера трио в середине 90-х годов возникла пауза, затянувшаяся аж на 2,5 года. Тогда его поразила странная болезнь. Ее внешние проявления напоминали грипп. Кроме того, музыкант постоянно испытывал чувство утомления. Борьба с недугом была долгой, и лишь в сентябре 98-го трио Джареда впервые вновь выступило с публичным концертом. В дальнейшем Кид, медленно стараясь не вызывать рецидивов, восстанавливал свою творческую активность. За время болезни он создал одно из самых лиричных своих произведений – альбом, увидевший свет в конце 99-го года. Это также стандарты, не только джазовые, но и просто американский фольклор, исполненный на сей раз соло на фортепиано. Музыкант записывал этот диск в своей домашней студии и посвятил его своей нынешней супруге. Можно догадываться, как она помогала ему в борьбе с болезнью, так что и название, и сама музыка альбома – это глубоко личное, возможно, даже интимное послание. В феврале 17-го Кид сыграл концерт в Карнеги-холле и после этого замолчал. И почти наверняка насовсем. Джаред перенес 2 инсульта и потратил 2 года на реабилитацию, но так и не смог восстановить здоровье полностью. В этом году Джареду исполнилось 78 лет, возраст серьезный. Сегодня музыкант уединенно живет в кругу семьи в своем доме в отдаленном сельском районе штата Нью-Джерси. Яркий талант, он с детства не любил повышенного внимания окружающих к себе. Биограф Джареда, англичанин Ян Карр, пишет, что мать в свое время предложила ему такой способ разрешить это противоречие. «Мы верим, что твой талант дан тебе Богом. И когда люди рукоплещут тебе, считай, что через тебя они рукоплещут Богу». Что ж, внешнее одиночество человека на сцене может быть обманчиво. Он не один, с ним Бог, и мы его слушатели.